Здравствуйте, меня зовут Фомина Ольга. На момент постановки диагноза мне было 45 лет. Диагноз мой – лимфома Ходжкина, нодулярный склероз. Мне поставили 4-ю стадию Б. Б, потому что мое заболевание сопровождалось такими симптомами, как ночная потливость, очень сильная потливость у меня была, и зуд. Определенные участки тела очень сильно чесались, зудели, просто терпеть было невыносимо. Началось все неожиданно. В конце 2021 года у меня поставили диагноз радикулит, у меня заклинило спину, я ничего не могла двигаться вообще, я не могла с кровати вставать, я вставала по полчаса с кровати с большими болями. В общем, вот началось все со спины, с очень сильных болей. И я понимала, что со мной что-то не так, что врачи меня неправильно лечат, что это вовсе не радикулит. И я начала сама сдавать анализы, читать интернет, смотреть все, что можно проверить, что не так со мной. Я насдавала кучу анализов крови, очень много анализов крови. У меня был очень сильно повышен С-реактивный белок, очень сильно повышен СОЭ, щелочная фосфатаза тоже зашкаливала просто буквально. Я сейчас уже не помню этих всех показателей, но это все, вот эти 3 показателя, они просто зашкаливали. Я поняла, что мне необходимо двигаться дальше. Я пошла, сделала КТ, потому что у меня еще начался сильный кашель весной, уже 22 года весной. Начался сильный кашель, душащий. Я пошла, сделала КТ легких. Там у меня нашли новообразование в правом легком и в средостении. Затем я поняла, что мне нужна биопсия. Я нашла врача, который мне сделал бы биопсию. Причем меня не устраивала хирургическая биопсия. Мне хотелось сделать биопсию какую-то менее инвазивную, так скажем, более щадящую. И я нашла доктора в Москве, который делает такую биопсию при помощи специального пневматического пистолета. Он выстреливает большой тонкой иглой вместо опухоли, и оттуда эта игла забирает биоматериал. Биопсии предшествовал ПЭТ-КТ, который я также сделала самостоятельно. Все просто потому, что я самостоятельно занималась, так скажем, своим обследованием и поиском причины моего плохого самочувствия, моей больной поясницы, моих острых болей в пояснице. Я делала в институте имени Герцена ПЭТ-КТ на платной основе по своему желанию. И вот уже когда у меня было ПЭТ-КТ на руках, я сделала биопсию, тоже самостоятельно, найдя врача. И далее уже был поиск гематолога, наблюдение у гематолога и начало лечения. К гематологу я уже попала позднее, причем я нашла врача по рекомендации, хорошего врача по рекомендации в Боткинской клинической больнице, у которого я теперь наблюдаюсь. То есть я пришла к гематологу уже с биопсией, с результатами биопсии, причем перепроверенными результатами биопсии. Я ее проверяла в 3 различных клиниках, чтобы исключить ошибки диагноза. Я начала наблюдаться у гематолога и впоследствии проходить химиотерапию, проходить лучевую терапию. Вот уже начала лечить свой непосредственный диагноз. Химиотерапию я проходила по протоколу АБВД по 4 курса, то есть это получается 8 вливаний химиотерапии, по 4 препарата, по-моему, там предусмотрено, 4 капельницы. Затем у меня был 2 протокола АБВ
уже без одного препарата. То есть мне снизили, потому что у меня была хорошая динамика. ПЭТ-КТ промежуточный был после 4 вливаний, после 2 курсов. И можно сказать, что я уже тогда вышла в ремиссию. У меня тогда уже было 3 балла по Давилю. Вот, то есть уже тогда были достаточно приличные результаты. У меня многое ушло. Ушли большое количество лимфоузлов, опухоли основные уменьшились. То есть мне, грубо говоря, пошло на пользу лечение. Вот. Далее был следующий ПЭТ-КТ уже по завершении лечения. Там уже поставили 2 балла по Давилю. То есть я полностью вышла в ремиссию. И далее я делала лучевую терапию на область средостения между 2 легкими и сердцем. И тоже, в общем-то говоря, надеюсь, что лучи мне тоже помогли как-то в моем лечении. Во время химиотерапии у меня наблюдалась жуткая тошнота, которая сопровождалась порой рвотой. Естественно, была сильная слабость. Я находилась в постели. Делать я ничего практически не могла. Есть я тоже практически ничего не могла, все с трудом. И хотелось есть какую-то запрещенку, какие-то пиццы, там, не знаю, картофель фри и так далее. То есть все какое-то такое вредное для фигуры, для организма. Но мне приходилось это есть, потому что другое ничего организм мой просто не принимал. Мне очень помог препарат, хороший, дорогой препарат под названием Эменд. Он мне снимал тошноту и рвоту. То есть если первые 2 вливания, первый курс я мучилась, затем мне врач прописал Эменд, и он мне очень сильно помог в тот момент. Вот. Что еще из побочных явлений? Наверное, очень сильная слабость, тошнота и рвота. Самое, конечно, неприятное во всем этом лечении даже не слабость, не тошнота, не рвота, а то, что женщины теряют волосы. Я потеряла брови полностью во время лечения. Я потеряла ресницы полностью во время лечения. И я потеряла волосы. Я готовилась к тому, что я буду совсем лысая, как колено, но этого не случилось. Волосы просто отвалились до корней. И корни где-то сантиметра, наверное, сантиметр или 1,5. Вот, у меня остались. Я пошла, все подровняла в салоне красоты. Мне сделали очень короткую стрижку. И вот, собственно говоря, прошло сейчас с того момента где-то, наверное, около года. И вот сейчас у меня вот такая вот прическа. То есть она постепенно растет, правда, очень медленно. Вот, я приобрела парик. Я его пару раз одела и поняла, что мне без него лучше. Почему-то мне без него комфортнее. Ощущаю я себя комфортнее без парика. Поэтому парик я одевала всего 2 раза. В общем-то, вот я считаю, что это самый большой минус химиотерапии, то, что женщины теряют волосы. В ремиссии я нахожусь пока только полгода. Проходила ПЭТ-КТ после лучевой терапии. В общем-то, нахожусь под наблюдением, под пристальным онкогематолога в Боткинской клинической больнице. И надеюсь на хорошие дальнейшие результаты. Хочу всем пожелать здоровья крепкого. Не пугайтесь диагноза. Сейчас в современном мире это вовсе не страшно, так как это может показаться на первый взгляд. Не надо опускать руки, не надо рвать на голове волосы и прочее, не надо впадать в депрессию. Нужно жить на позитиве, нужно весело проводить время, нужно отвлекаться от болезни, и все у вас получится. Еще хочу сказать такую важную вещь, что все болезни нам для чего-то даются. Наверное, для переоценки каких-то жизненных приоритетов, наверное, для каких-то, в общем, для изменения жизни. Поэтому всем мой совет.
Не употребляйте алкогольных напитков, не курите, много гуляйте, ешьте правильную еду, и все у вас будет отлично. Мы стараемся для вас, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если у вас есть истории, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, пишите. Всем пока!